Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Недавно я вам показывала в распаковке, что купила вот такую вот классную, очень мягенькую, приятную на ощупь пряжу Alize Puffy Fine. И говорила, что буду вязать из нее либо же кардиган, либо же пледик. В общем, решение принято, буду вязать кардиган. Также, если вы хотите посмотреть, что я еще заказывала и какие у меня планы на будущие проекты, я вам ссылочку на данную распаковку оставлю в описании, так что можете перейти посмотреть. Кардиган буду вязать самым простым узором, потому что это мой первый опыт вязания из таких вот ниток. И хочу с вами поделиться, что же у меня получится, и, возможно, вы тоже захотите повторить. Вязала я кардиган не заморачиваясь. Я взяла свой старый кардиган и по его меркам, по его размерам уже вязала этот. Я сейчас схематично вам покажу, как я это делала. Если у вас нет, допустим, кардигана, как это сделать. То есть кардиган у меня состоял из вот такого вот цельного прямоугольника. Смотрите, вот это у меня был низ кардигана, который равен обхвату бедер. То есть я просто взяла ниточку, вот эту взяла ниточку, приложила к низу своего кардигана и посмотрела, сколько у меня получился обхват кардигана. Если у вас нет кардигана для примера, тогда просто берете эту ниточку и делаете обхват бедер в самом широком месте, в самой широкой точке. И вот какая длина у вас получится, прибавляйте еще к ней плюс-минус 10 петель, чтобы кардиган не был в облипку. И вот это ваша длина цепочки, длина вот этого цельного полотна, которое мы будем вязать в начале. Самое главное, чтобы это полотно, количество петелек у нас было кратно 2 плюс 1 петля, чтобы рисунок был у нас красивый и равномерный. Вот это полотно у нас будет идти до того момента, там, где у нас начинаются рукава. То есть мы вяжем цельным полотном, и вот здесь у нас уже будут начинаться рукава. И где-то плюс-минус до этого места нужно провязать в зависимости от длины, которую вы хотите получить, 40-45 рядов. То есть 40 рядов это где-то чуть выше колена, 45 рядов это ниже колена. Теперь дальше у нас наше вот это цельное полотно нам нужно будет разделить на 3 части. 2 из них будут полочки и 1 спинка. Давайте так схематично нарисуем. Вот 1 полочка и 2 полочка. Вот это у нас будет идти спинка. И вот здесь вот у нас с вами, когда мы будем соединять наши вот эти полочки со спинкой, вот здесь мы еще оставим где-то около 12, 10-12 петелек. Это вот для нашего выреза. Но это уже будет потом. Сейчас мы с вами будем начинать вязать вот это полотно. Потом после этого полотна разделим его на 3 части и будем вязать каждую часть отдельно. То есть рисунок будет тот же самый, только исключение, что мы с вами будем вязать, как говорится, с разных мотков. И когда уже у нас с вами будет готова эта часть, мы соединим полочку 1 и 2 со спинкой и провяжем 2 рукава. Я тоже так схематично вам нарисую. В принципе, вязание стандартное. Если вы уже вязали обычные когда-то кардиганы или кофты, что-то, я думаю, вы здесь не запутаетесь. А если не вязали, то, думаю, сейчас в процессе нашей работы, когда мы с вами будем все это обвязывать, вывязывать, вы все поймете. Смотрите, если вот здесь у нас было 40-45 рядов, то вот здесь, там, где у нас уже, вот, мы будем начинать вязать первую полочку, здесь у нас будет, ну, где-то 15, наверное, рядов. 15-12, в зависимости от размера, то есть вы должны ориентироваться на свой размер. У меня это будет 15 рядов. Узор будет самый простой, у нас будет резинка 1 на 1, то есть у нас будут лицевые и изнаночные петли. И вот первая петелька, вот здесь конец нитки,
Вот первая петелька. И в нее я протягиваю вторую. Вот первая петля у нас есть. Теперь следующую петельку провязываю в предыдущую. Вторая петелька. Дальше третья, четвертая. И так, пока мы не наберем косичку из нужного нам количества петель. Не забывайте, что количество петель должно быть кратно 2 плюс 1 петля. Провязывайте столько вот этих вот петелек, сколько вам необходимо для вашего размера, сколько вы сняли по вашим меркам. Самый первый ряд будет удобнее провязать с крючком, потому что он немножечко отличается от других. Дальше нам он уже не понадобится. Смотрите, вот мы теперь, вот у нас сюда шла нитка, мы ее теперь ведем в обратную сторону. Только нитку крутить вязание, переразворачивать мы не будем. И вот последнюю петлю, которую мы провязали, она является первой из вот этой петельки. То есть мы первую считаем за последнюю петлю, если это можно так сказать. Теперь мы вот эту ниточку ведем вдоль, в обратную сторону, находим вот эту вот петельку, вторую, и сюда протягиваем следующую петлю. Оставляем. Теперь находим следующую нашу вот эту петельку и захватываем следующую петельку с ниточки и вытягиваем. Вот у нас уже 3 протянутые петли. И теперь в каждую петлю, которую мы с вами сформировали в прошлом ряду, мы должны протянуть вот таким вот образом по петельке из ниточки. И это можно, конечно, делать и руками, но мне кажется, в данном случае удобнее именно первый ряд вытащить крючком. Вот так вот. То есть до конца нашей цепочки вот так вот вытягиваем. Из каждой петельки предыдущей вытягиваем по одной петельке из нитки. Итак, вот мы с вами дошли до конца нашей цепочки. И теперь начинаем вязать сам узор. Начинаем вязать первый ряд. Смотрите, как я и говорила, разворачивать вязание мы не будем. Мы просто протягиваем нитку в обратную сторону. И будем вязать. Вот, вязание у нас как было с этой стороны, так и есть. Мы просто протянули нитку в обратную сторону. И теперь будем вязать таким образом. Смотрим, чтобы не пропускать петельки. Вот, смотрите, первую петлю мы с обратной стороны вытягиваем на лицевую. Теперь ниточку перебрасываем перед работой. И теперь вторую петельку провязываем наизнанку. Возвращаем ниточку назад. И провязываем с изнаночной стороны на лицевую. Возвращаем назад, перебрасываем. И теперь провязываем на изнаночную сторону. Возвращаем назад, протягиваем на лицевую. Перебрасываем назад, провязываем ниточку на изнаночную сторону. Перебрасываем назад, провязываем на лицевую. Перебрасываем опять ниточку, провязываем на изнаночную. То есть мы с вами чередуем всего 2 петли. Одна петелька, которая вяжется, когда мы перекидываем петлю назад, вернее нитку назад, и вытягиваем петельку вперед, то есть на лицевую сторону. А потом наоборот, мы перебрасываем ниточку вперед, а саму петельку вытягиваем на изнаночную, то есть назад. Когда уже рисунок, когда вы провяжете несколько рядов, рисунок у вас сформируется, и вы уже просто будете видеть этот рисунок и не будете путаться. Главное, первые несколько рядов внимательно провязать. То есть перебросили ниточку назад, провязали вперед.
перекинули ниточку вперед, провязали петельку назад. И вяжем так до конца нашего ряда. Видите, у нас уже начинают образовываться косички. Узор у нас двухсторонний, с двух сторон одинаковый. Но вяжем мы по одной стороне. То есть сейчас мы с вами, не ворочая, не переворачивая наше вязание, просто ниточку протягиваем вот на эту сторону. И теперь провязываем точно так же, как вязали предыдущий ряд. То есть видите, у нас здесь мы закончили с обратной стороны на лицевую, и точно так же вяжем этот следующий ряд с обратной стороны на лицевую, перебрасываем ниточку и вяжем с лицевой на изнаночную. Опять перебрасываем на изнаночную сторону, вытаскиваем на лицевую, перебрасываем нитку вперед, вытягиваем петлю назад. И точно так же провязываем этот ряд. То есть узор у нас не меняется, точно так же, как мы вязали с вами предыдущий ряд, мы провязываем все остальные и провязываем столько рядов, сколько необходимо нам для нашей длины кардигана. В моем случае это будет 55 рядов. У вас может быть другое число, если вы хотите короче или длиннее, но принцип не меняется. То есть над той петлей, которую мы вязали в предыдущем ряду, мы провязываем точно такую же в нашем настоящем ряду, скажем так, тот, который мы вяжем сейчас. И так будет постоянно. Я думаю, что здесь уже каких-то вопросов не должно возникнуть. Рисунок очень простой, и я думаю, вы с ним не запутаетесь. Девочки, у меня получилась вот такая вот большая заготовка. Она у меня даже нормально не помещается в кадр, но надеюсь, что вам видно. То есть вот, это полностью вот эта вот заготовка. Я не могу ее разровнять, чтобы она поместилась полностью, но думаю, что здесь понятно. Теперь смотрите, мы с вами будем вот так вот одну сторону заворачивать и вторую. Вот так, только чтобы это были равные части. То есть две равные полочки. Видите, у нас с вами сзади осталась спинка, и вот получилось две полочки. И теперь мы с вами будем их вязать отдельно. Нам нужно сейчас посчитать, чтобы у нас было одинаковое количество петелек здесь, с этой стороны, вот там, где полочка одна, и такое же количество должно быть со второй полочки. И мы будем вязать их с 3 разных мотков. То есть будем вязать вначале одну полочку, потом присоединим нитку, ну просто втянем ниточку в петельку, провяжем спинку и провяжем отдельно еще одну полочку. Равное количество с этой стороны отметила маркером, то есть буду вязать до этого маркера, потом обратно, до маркера обратно и вот так вот туда обратно. И здесь точно так же отметила маркером такое же количество петелек, как и там. И точно так же буду вязать туда, обратно. Ну и спинка, соответственно, будет вязаться у нас от вот этого маркера, который мы отметили, да, до следующего маркера. И также туда, обратно, По тому же узору, смотрите, я буду провязывать 15 рядов. Но можно провязать больше, смотрите по размеру вашего кардигана. Я замеряла по своему. Либо же смотрите, сколько у вас будет, какое у вас расстояние будет до плечиков. То есть это мы сейчас с вами вяжем расстояние от наших подмышек, грубо говоря, до вершины плечика. Провязываем одну полочку, вторую и спинку. Итак, смотрите, вот я провязала одну полочку отдельно, спинку, вот она, и также отдельно еще одну полочку. И теперь нам нужно вот эти вот полочки наложить на нашу спинку, чтобы вот здесь у нас получились прорези для рукавов, и со второй стороны точно так же накладываем вот так вот друг на друга, и сейчас будем поверху соединять. Смотрите, по моему кардигану у меня получилось, что спинка
и две вот эти вот полочки, они, если прикладываешь друг к другу, они одинаковые. То есть нет вот этого расстояния там, где шея. Поэтому я расстояние там, где шея, буду провязывать немножечко по-другому. Я закрою с этой стороны немного петель, с этой, и потом соединю. То есть вот здесь у меня будет вот такой вот воротничок. А сзади будет уже, говорится, там, где у нас затылок. Я закрою по 6 петелек с каждой стороны. С каждой полочки просто протягиваю вот первая петля, дальше вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Просто петелька в петельку, чтобы получилась косичка опять у нас с этой стороны. То есть вот видите, здесь у нас будет вот так вот открываться и будет вот такой вот воротничок. Можно даже провязать еще пару петелек. А здесь уже у нас идет плечо. И мы с одной стороны закрываем вот так вот столько петелек, сколько нам нужно. В моем случае, ну вот я закрыла 6 и сейчас закрою еще 2, то есть 8. И со второй тоже полочки, которая идет у нас не с плеча, а вот из серединки, мы также закроем с вами столько же петелек. И это расстояние как раз у нас будет, которое мы не будем присоединять к спинке. Это у нас будет расстояние для нашей, место для нашей шеи. То есть вот смотрите, одна наша полочка, вторая полочка. С одной стороны я закрыла 8 петелек. И с другой стороны я точно так же закрыла 8 петелек, чтобы вот здесь у нас был вот такой вот отворот. И теперь мы будем присоединять вот эти вот оставшиеся петли с одной стороны плеча и с другой к нашей спинке. Вот у нас край нашего кардигана. Сейчас я постараюсь показать вам, потому что не помещается все в камеру. Вот это у нас полочка. Вот там сзади спинка. Вот здесь мы с вами закрывали петли для нашего воротничка. Теперь у нас остались вот эти вот петли открытые. И теперь мы с вами берем. И вот одна петелька там, где спинка. Мы ее протягиваем в ту петельку, там, где у нас полочка. Следующую петлю точно так же. Просто вот вперед вот так вот протягиваем и все. И так мы с вами провязываем, пока не дойдем до момента, где у нас закрытые петли на полочке. Просто вытягиваем петли спинки на петлю полочки. Когда мы с вами закрыли вот эту вот полочку, мы точно так же с другой стороны будем закрывать эту полочку до наших вот этих петелек закрытых. То есть, чтобы у нас получилось вот здесь закрыто, вот здесь закрыто, то есть плечики наши, вот здесь петли на шее будут открыты, а вот эти уже воротнички у нас уже закрыты. То есть по такому принципу, как мы соединили этот рукав, мы соединяем и этот. Вот смотрите, я соединила две полочки, у меня получились два вот таких вот воротничка, и теперь у нас остались вот эти вот петли, которые мы сейчас будем полностью весь ряд соединять одна в одну, и таким образом мы уже закончим вязание нашего вот этого верха. То есть вот у меня край полочки и край спинки, то есть там, где у нас рукав должен быть. Я просто одну петельку протягиваю в другую, и все. И вот так вот провязываю полностью до конца ряда. Главное, не пропускайте петельки, чтобы все смотрелось аккуратно и так, как надо. Все, и просто по порядочку вот так вот закрываем наше вязание. Я сейчас с вами дойду до воротничка, и там, где у нас шея,
и покажу, как там. Хотя там, в принципе, точно так же. Но давайте провяжем. Вот смотрите, я закрыла плечико. Вот здесь у меня идет поворот, разворот, точнее, наш вот этот вот. А вот здесь у нас идет там, где шея должна находиться. И здесь мы точно так же, здесь ничего не меняется. Петелька в петельку мы провязываем, пока не дойдем до следующей нашей полочки. И дальше полочку точно так же, петелька в петельку, и связываем до конца. Смотрите, теперь нам осталось только провязать рукава. Один рукав я уже сделала, сейчас покажу, как я это делала. Второй будет вязаться аналогично. Вот наш рукав, и смотрите, у нас здесь есть вот эти вот крайние петли, вот, состоящие из двух половинок. И мы будем вязать прямо вот за эти две половинки, вот так. Берем ниточку нашу, находим петельку. Я здесь возьму вторую, потом эту, ну вот она уже сама распустилась. И вот смотрите, протягиваю по кругу. Только вот так вот. Получается, это у нас лицевая сторона, здесь шва у нас нет. Мы вяжем на лицевую сторону и вытягиваем как бы с изнанки на лицевую сторону. И в каждую нашу вот эту вот петельку по кругу мы провязываем весь рукав. Просто вытягиваем петли. Вот так вот. Таким образом полностью вытягиваем весь наш рукав. Каждую петельку вытягиваем по порядку. И теперь, когда мы с вами провязали вот так полностью по окружности, мы будем вязать точно так же, как вязали узор. То есть у нас будет одна лицевая петля, одна изнаночная. Будем также перекидывать ниточку туда-назад и протягивать петли точно так же, как делали на нашем основном полотне. И так будем провязывать длину рукава. И смотрите, хотите, если с отворотом, значит провяжите большее количество рядов. Если же хотите без отворота, тогда провяжите меньшее количество. Ориентируйтесь по своему размеру и по желаемой длине. И в конечном счете получается вот такой вот теплый, мягкий и очень уютный кардиган. При желании сюда можно пришить пуговицы, либо же связать пояс. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.